Привет, друзья! Это канал «Яхты на колесах». Меня зовут Антон. Мы находимся в Германии, город Будвальзе, завод Хьюмер. Показываем вам новинки 2021 года, которые не попали, к сожалению, на основной Дюссельдорф. Показываем вот так вот онлайн. Сегодня интересный у нас вот такой полуинтеграл BML T780. Это премиальный автодом, который по своему внутреннему наполнению похож максимально на интеграл, который мы с вами смотрели, BMLi, но при этом это вот полуинтеграл. Тоже на базе Mercedes-Benz Sprinter, SLC шасси, двойной пол, вся вот эта история. Давайте его скорее смотреть. Почему я сравнил его с интегралом BLMI? По той причине, что этот автомобиль у нас, во-первых, 4 тонны, то есть за счет вот этой всей богатой начинки, богатых опций, все это достаточно тяжелое получается, и вот ну никак он не влазит в 3,5 тонны, то есть это такая премиальная история, обязательно уже не в категории «Б». Первое. Второе, он всего на 2 спальных места. Мы не привыкли видеть полуинтегралы в такой конфигурации, как правило, но этот автодом именно претендует на вот такой высокий класс, когда это у нас чаще интегралы, то есть, возможно, если у вас уже дети выросли, и при этом вы хотите путешествовать с комфортом, но вам почему-то не близка, как, например, и мне, концепция интеграла, вы можете выбрать вот такой максимально премиальный полуинтеграл. Хочется сказать, что вообще Хьюмер максимально смело экспериментирует со своей линейкой, то есть благодаря плотному сотрудничеству с Mercedes мы видим такие машины, как Хьюмер Трамп, на базе того же Mercedes-Benz Sprinter, только в максимальном экономе. То есть изначально был только BMC T. А теперь у нас есть дешевая более линейка и более дорогая, которую мы смотрим с вами сегодня. И также средняя. Мы постараемся, кстати, в Москве вам сделать обзор на нее. А пока идем смотреть BML T780. Сразу кабина Mercedes-Benz Sprinter быстренько. Хочу отметить, что вот смотрите, у нас у кресла есть такие подлокотники, которые регулируются. Точно так же было и в Хьюмер Трамп, при том, что это эконом. И также выдвигается поддержка. Только что обивка кожей. Конечно же, вот эта вся у нас современная мультимедиа от Mercedes-Benz Sprinter, вся навигация здесь присутствует. Если вдруг не видели, смотрите наши прошлые ролики с обзорами полноценно на эту систему и отдельно как-нибудь сделаем тест-драйв всех этих систем. В остальном, в принципе, вот все стандартно, как по Мерседесу. Кармашки здесь есть, должны быть USB, да, есть зарядки, вся такая история. У кресла мне очень понравился подголовник, вот прямо сразу, то, что он прячется в такую общую систему, максимально комфортно. Сразу переходим к столовой группе. Один в один стол, круглый, мы с вами видели именно в интеграле BMLi. Поэтому я вот их буду сравнивать достаточно часто. Стол, конечно, раскладывается в овальный. Так, вот так подлокотник поднимем. Оп. А как он до конца? Вот, все. Поднимаются вот эти крылышки, и мы имеем вот этот большой овальный стол. Соответственно, столовая группа у нас оппозитная. Мы поворачиваемся на вот этих двух креслах. Это 2 пассажира. Могут сесть, плюс еще один человек может сесть на вот этот небольшое такое кресло, можно сказать, при входе. И раз, два, ну то есть, грубо говоря, 5 человек разместиться в этой столовой группе могут. Пассажирских ремней у нас 4. Спальных мест, напоминаю, заявлено 2. Очень интересно еще здесь есть решение. Вот так вот дорого-богато сделана штора, которая закрывает полностью у нас кабину. Первый раз, честно говоря, такое вижу. То есть это такой какой-то домашний комфорт добавляет. Здесь есть молния. То есть 2 шторки с 2 сторон соединяются воедино и по вот этому карнизу у нас двигаются. Но также есть, конечно, blackout, затемняющие шторки у нас на лобовом стекле. Ну вот такие стандартные, которые мы часто видим. И на боковых тоже они есть. Светильнички есть. Ну, такие, видимо, чтобы читать. Не знаю, на самом деле, зачем они здесь, но они здесь есть. Вот. Синеньким светится ночной режим и, соответственно, обыкновенная подсветка. Но есть и красивые стильные светильники, которые мы видели также в интеграле с вот этими вот абажурчиками. Сенсорная кнопочка, мы ее включаем, и они у нас здесь будут по всему салону. Продолжая разговор про столовую группу, точно так же, как и в интеграле, у нас выезжает телевизор из вот этого шкафчика. Классно, красиво, стильно. Единственное, на что я жаловался и там, и здесь, немножко меня смущает, что здесь вот надо рукой держать. Я в тот раз делал этой столовой группы, было вообще неудобно. Если делать стоя здесь, немножко полегче это раскладывать телевизор. Но в целом кнопку просто, мне кажется, можно было как-то симпатично разместить с наружной стороны. Но это ладно. На этом столовая группа в целом у нас заканчивается. И плавно переходим к противоположной стороне. Вот здесь у нас зеркало.
с подсветкой светодиодной на входе, тканью прошита вокруг, таким каким-то войлоком. Вообще вот эти войлочная отделка очень приятная, ее здесь много. Она звукопоглощает, звукоизолирует, и это приятно. Но светодиодная лента по-прежнему меня раздражает тем, что отражается в зеркале и бьет в глаза. То же самое в целом было и в BMLi. Ну вот я не знаю, кого-то это напрягает, как меня, кого-то, возможно, нет. Кстати, хочу обратить внимание, вот эта темная отделка, такая же, как и у нас, допустим, в Матриксе появилась в этом году, вот максимально похожа на ощупь и внешне. То есть в целом это такой тренд, которым следуют многие производители. Дальше у нас кухня потихоньку начинается. Над холодильником шкаф, он пустой, в нем ничего нет, и теоретически сюда должна поместиться микроволновка. Холодильник Dometic открывается в любую сторону. Все, в принципе, по классике. Он достаточно просторный, который мы видим всегда. Под холодильником у нас есть еще один ящик. Вижу шильдик, 15 килограмм максимальная нагрузка. С противоположной стороны, конечно, выключатели. Раз, будет свет. 2 и 3. Везде включаем свет, вот отдельными кнопочками. Они просто нажатием, как переключатели, работают, потому что, видимо, где-то есть их вторая часть. Ящики кухонные. Один, перекрытие газа, соответственно, на плиту, холодильник и бойлер. Ниже второй с небольшим мусорным ведром. Опять же, вот видите, такая деталька, которая приятная, и чаще мы встречаем в каком-то премиуме, но тем не менее, например, в Hummer Trump мы тоже видели аналогичное ведерко. Под кухней у нас 3 стандартных ящика и ящик для вилок и ложек. В целом всю эту историю кухонную я рассматривал подробно в BMLi обзоре, поэтому смотрите его. Дальше у нас кухонный модуль наверху, сделано все из искусственного камня. Вот здесь мне прямо очень нравится, как сделана столешница. Где-то я что-то придирался, там недостаточно матовое или еще что-то. Здесь прям вот максимально как я люблю. Искусственный камень, белый, матовый, напоминает какой-то такой, как это называется камень, забыл. Гранит, не гранит. Короче, вставная дощечка есть. С обратной стороны, кстати, пластиковое покрытие вот прямо специально под разделочную доску. Чаще вот в таких вот монолитных модулях этой дощечки здесь нет. Здесь вот дощечка сделана. Ну, не знаю, я все равно не стал бы ее портить, хотя хлебушек порезать, думаю, можно. У раковины внизу металлическое дно, в остальном она монолитная. Есть еще одна небольшая раковина, я так понимаю, под утилизатор. Возможно, он здесь уже стоит. Тут сейчас это не очень понятно, но, во всяком случае, часто это используют. Кран пластиковый, вот в линейке 2021 года во всех Hummer'ах мы видим именно этот кран. Плита интересная от Dometic, потому что не видим мы кнопок и кнопок для розжига, вот регулировок рукояток, они почему-то разместились здесь, как это часто бывает в домашних плитах, то есть вот такой отдельно вынесенный модуль. И это на самом деле выглядит, ну, необычно, как-то нестандартно и симпатично. Мне как-то это в целом нравится. И лишние кнопки здесь, где они чаще всего пачкаются, их тут нет. Ящики один в один, как мы с вами видели, BMLi точно так же открываются за вот эту вот педалечку. Не push-open, но в принципе вопрос привычки. Мне пока что все время хочется нажать на них. И вот за этот вырез потянуть есть соблазн. На таком треке есть, кстати, вот крючочки. И где-то у Адри я тоже видел похожие крючочки и говорил вам, что вот что-то такое может быть. Вот какая-то такая же история есть, кстати, и для Адри. С противоположной стороны у нас есть при входе небольшой гардероб. Вот эти фирменные ручки, которые у Hummer в линейке 2021 года везде. То есть мы поворачиваем, запираем. Кстати, что-то в Nisman Bishop мы тоже такое встречали. Смотрите ролики оттуда, если не видели. Здесь у нас гардероб, полочки, все стандартно. Палочка, вот единственное опять это светильник, который размещен только наверху, и внизу в гардеробе темно. Не нравится мне это, и люблю, когда светодиодная лента по всей длине. Не хватает мне этого по-прежнему, но вот так сделано, в принципе, так мы многие года, в принципе, годы это видим в разных машинах, просто светильник. Ну, хорошо, что он хотя бы включается, когда открываем дверь в шкаф, это уже радует. Санузел, конечно, отделяется жесткой дверью у нас, каких-то нареканий у меня к замку, к ручке, ничего нет, дверь очень приятная. Такое мягкое вот это покрытие под шпон, темная, ручка такая монументальная, крепкая. И, кстати, замок здесь стоит тот же самый, который мы видели в Hummer Trump, только там за счет вот этой, видимо, изогнутой двери что-то неудачно сложилось до конца с замком, потому что замок тот же, но здесь он защелкивается и работает идеально. Вопрос, наверное, расположения. То есть что-то там надо немного доработать, мне кажется. Все, конечно, впереди у нас туалет. Вижу Тедфорд стандартный. Керамическое основание само, верх крышка из плотного пластика, 2 небольших ящика, выключатели здесь присутствуют, раковина угловая из тоже очень приятного такого напоминающего soft-touch пластик. В общем, никаких особых нареканий и вопросов по туалету нет. Вот все как видим, так и есть. С другой стороны у нас, разумеется, душевая кабина.
Двери смыкаются на магнитки и фиксируются, наверное, для того, чтобы в пути вот таким силиконовым, да, вот снимается эта штука, силиконовая какая-то такая история, которой можно заблокировать дверки с друг другом. Мало того, она напоминает, вот, знаете, как стекла, чтобы чистить воду, сгонять. Наверное, с этих стекол как раз можно ею воспользоваться, когда их моете. Ну, я так предполагаю, судя по вот внешнему виду этой истории. И она же блокирует дверки, чтобы они не болтались. Это стекла, это не пластик, полноценно. Душевая кабина, в принципе, все по классике. Она пластиковая. Не сказать, что сильно просторно, но места, в принципе, чтобы помыться, наверное, достаточно. Наверху есть палочка, чтобы сушить полотенечки. Внизу вижу деревянный поддон. На нем мыться нельзя по классике, но он здесь лежит для того, чтобы вот вам можно было зайти, встать, как я сейчас это посмотреть. И я вам не показал лючки двойного пола. У нас здесь Super-Light шасси. Это премиальное шасси от Hummer, которое, в принципе, есть только у Hummer. Их личная разработка, на которой они строят дома, в том числе на базе вот Mercedes-Benz Sprinter, преимущественно на базе Mercedes-Benz Sprinter. Именно оно позволяет достаточную легкость, прочность и вот размещать такой огромный двойной пол, в котором, например, у нас находится отапливаемое багажное отделение. И есть сбоку двери, мы позже их посмотрим, чтобы получить сюда доступ. Конечно, в интеграле это была история немножко побольше, там даже я помещался внутрь, но здесь тоже он есть, доступ в двойной пол и в багажник, и это достаточно интересно и круто. Впереди у нас в таких же лючках расположились аккумуляторы, вся электрика, а в задней части вот бак с серой водой и с чистой водой. Спальня у нас, конечно, перекрывается жесткой дверью. Жесткая дверь вот так сделана до середины, не до пола, но это на самом деле ей не нужно. У нас здесь в любом случае ступеньки и кровать, как видите, достаточно высоко. Ступеньки здесь тоже интересные. Тут дополнительно есть лесенка, которая вот таким образом выдвигается, и вы можете ее поставить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, это я так не сделаю. Вот как это делается. И у нас получается вот такие ступеньки, которые мы можем подняться прямо на самый верх из прохода. И это круто, в принципе, мы это где-то уже видели, это не новинка этого года, но, тем не менее, очень приятно, что есть такая история. Конечно же, здесь у нас в спальне еще весьма интересный, просторный гардероб. Дверку мы здесь открываем и получаем доступ просто туда, есть освещение у нас, но, конечно же, у нас вот эта часть поднимается, и я вот люблю, когда это так механически поднимается, и без всяких этих электрических выезжающих историй. Хотя это, конечно, любители. Пишите в комментариях опять вечный спор про то, что лучше, электрическое или механическое. Здесь палка, просторный большой гардероб. И у нас с противоположной стороны просто обыкновенный шкаф. Тут уже гардероба нет. И кровать таким образом не поднимается. Свет, конечно, есть. Все вот таким образом по классике. Дальше мы видим вот этот вставной модуль. Написано максимум 80 килограмм на него давить. Он вот таким образом сюда вкладывается. И добавляется вот эта подушка. И мы получаем большую единую кровать во всю заднюю часть автодома. И также нам помогают ступеньки. Ну и можем перекрыть, конечно, этой жесткой дверью. Шкафчики у нас в изголовье, шкафчики 2 по бокам небольших. И еще есть маленькая палочка, такой мини-открытый гардероб в ногах. Что на самом деле бывает часто необходимо. Это лучше, чем прятать куда-то. Также опять видим вот эти мини-торшерчики, как я их назвал. Здесь у нас USB 220 и 12 вольт розетка в изголовье. И самое интересное, это выключатели. Мы можем вот этим большим... Тут есть две отдельно подсветку выключать, а можем большим выключателем выключить вообще весь свет во всем доме. На входе у нас, конечно, есть электрическая ступенька. Разложить сейчас не могу из-за специальной, которая стоит на экспозиции. Внизу видите ящичек, он тоже заперт. Мы с другой стороны его посмотрим. Это как раз доступ в двойной пол. Далее кассета Тедфорд. Расположилась здесь стандартная кассета. Далее подключение 220 вольт от сети кемпинга и дверь в багажник. Она интересно реализована, по-моему, здесь тоже стоит, да, здесь стоит центральный замок, то есть она может запираться с ключа, с брелка, и вот поворотом этого механизма мы ее можем открыть. Дверь вот так газлифтом доводится, внутри мы видим стандартный кармашек от Hummer на стенке, 4 килограмма максимальная нагрузка, две розетки 220 вольт в багажнике, также металлический пол, что классно, что замечательно, потому что не царапается, не портится. Есть специальные рельсы, вот эти крепежи на полу. Есть рельсы-крепеж на стене и наверху в углу еще один. Два светильника по бокам. 350 килограмм максимальная нагрузка на багажник. И с противоположной стороны еще видим полочки. Вообще хочу отметить, что здесь все двери очень приятные. Двери в багажник, они такие тяжелые, монументальные, металлические.
Вот эти маленькие двери внизу тоже металлические. С помощью этих лючков мы как раз и получаем доступ вот в этот нижний багажник, в который мы видели из люка, который в двойном полу, мы получаем сюда доступ. И также сюда мы получаем доступ с двух сторон по бортам. И вот здесь еще один маленький такой лючок-вырез. Тут что-то связанное с водой у нас, какие-то подводы перекрываются. Двигаемся дальше. Тут у нас стоит газовое оборудование, то есть сюда мы ставим 2 газовых баллона, что немаловажно. Сюда выходит обдув, отопление, то есть баллоны будут подогреваться и не замерзнут зимой. Видим выхлопное отверстие от печи Альда, то есть здесь у нас жидкостное отопление, теплый пол, радиаторы, все на антифризе. Почему вообще в премиум автодомах всегда в основном жидкостное отопление ставится? Потому что, когда у нас дует воздух, это более дешевая печка, но тем не менее от нее часто сухой воздух, нам достаточно все пересыхает, и это не такая комфортная температура, как когда у нас батареи. Но, конечно же, это такая вот привилегия более дорогих каких-то комплектаций. Про пульт вам ничего не сказал, не показал, но он, в принципе, абсолютно аналогичный, который был в BMLI, поэтому смотрите обзор на интеграл, пульт здесь точно такой же. BMLT 780 мы сегодня с вами посмотрели, премиальный полуинтеграл, вот такая интересная модель, то есть, которая заходит в такой премиум, где обычно у нас интегралы, но вот полуинтеграл. То есть Hummer продолжает экспериментировать и в этом году выдает нам какую-то просто максимально широкую линейку по дорогим, высоким, то есть дает нам этот диапазон, что не может не радовать, потому что это база Mercedes-Benz Sprinter шасси, вся вот эта вот история, соответственно, связанная с этим мультимедиа, которую мы можем опционально ставить как в дешевые, так и в дорогие. Хотя изначально шла речь о том, что вот эта вся история будет только в каком-то таком более премиальном классе, а теперь вот у нас вот супер премиум, эконом и так далее. Это не может не радовать. Напоминаю, мы находимся в Германии, Бадвальзе, на заводе Hummer и показываем вам новинки 2021 года. Смотрите финальную шапку, там останутся ссылки на прошлый обзор, один из прошлых обзоров BMLI, с которым я много сравнивал этот дом, а также на основной Дюссельдорф, который мы тоже для вас сняли, выставка в Дюссельдорф, новинки 2021 года от разных производителей. Это канал «Яхты на колесах», меня зовут Антон, до новых встреч, пока!